Привет, мои 185 подписчиков! Спасибо, что половина из вас смотрит меня. Прошел примерно год с того самого момента, как я выпустил свое первое видео. Этот год был для меня очень насыщенным, но не по событиям, а по размышлениям. Представляете, такая насыщенность тоже бывает. Этот год я гнался за двумя зайцами. С одной стороны, мое увлечение, эти видео, а с другой стороны, мне все-таки уже 28-й год идет. Как бы пора задуматься о таких вещах, как деньги, там, семья, дом, деревце посадить. Но это осознание того, что жизнь дается только один раз, и эта дурацкая идея, что я какой-то необычный и уникальный. Хотя на самом деле жизнь каждого человека бессмысленна. Им нет особенных, это все просто наши фантазии. И даже несмотря на это, я не хочу прожить простую жизнь. Простую в том смысле, без напрягов, без больших целей. Жизнь, в которой все гладко и спокойно. Если так вышло, что я живу только один раз, я хочу поставить перед собой большие цели. Хочу со всеми сложностями и муками пройти их, сформировать свой характер. Хочу пользу принести. Как говорят на всяких тренингах, не хочу ни секунды находиться в зоне комфорта. Конечно, большую роль здесь играет человеческое тщеславие и самолюбие. Именно поэтому я сейчас все это записываю на камеру. Но с другой стороны, жажда полной жизни. Желание поделиться этим детским восхищением от познания мира, как и внешнего, так и внутреннего. Спасибо этим ребятам, которые с периодичностью пишут мне раз в неделю такие замечательные комментарии. Хотя на самом деле сейчас я просто дилетант, и чтобы мне достичь нормального уровня, еще столько всего нужно сделать. Но, ребята, вы просто супер. Я вас люблю. И на самом деле в течение этого года приходящие уведомления от этих комментариев, очень помогают мне. Я занят какими-то рутинными делами, там, да, деньги нужно зарабатывать. И тут приходит такой комментарий, и что-то необычное происходит в это время. Так вот, в течение этого года я увидел направление, к которому тянусь неосознанно. Все это появилось из обычных размышлений. Я обратил внимание на контраст, на разницу в людях, которые живут в больших мегаполисах, ну и, к примеру, в бедных странах Африки. Разница между этими людьми просто огромная. Люди настолько разные, особенно в контексте различных народов и мест обитания. Потом у меня пошли размышления о том, что именно формирует характер и сознание этих людей. Ну и много всяких вещей, о которых я уже не могу сейчас вспомнить и рассказать. Но суждение, которое я вывел, перевернуло мои планы на жизнь. Я считаю, что даже в самых больших городах, не бедных, где есть школы и университеты, не хватает основного фундамента в воспитании и образовании детей и вообще людей. Под фундаментом я понимаю 3 пункта. Первый – это отношение мысли к слову, умение выражать свои мысли четко, по делу и творчески даже иногда. Этот пункт можно назвать риторикой. Какой толк в образовании, если ты не можешь размышлять о нем? Если тебя можно легко одурачить и убедить в ложном учении? Как вообще жить в этом мире, если ты не можешь докопаться до сути вещей, найти истину, видеть реальность? Это, безусловно, навык критического мышления. И последний пункт, самый сложный для меня, это мы, люди. Ведь мы все такие разные, социальное положение, пол, верование, да и характер у всех разный. Как важно понимать причины поведения. Ведь мы единственные, кто на этой планете может задавать вопросы. И жизнь каждого из нас зависит от таких же, как мы. Предмет исследования здесь это нравственность и мораль. И наука это называется этикой. Все эти пункты я считаю основополагающими в воспитании личности человека. И им нужно воспитывать целенаправленно, а не стихийно, как сейчас. Стихийно это значит, как придется и по мере критической необходимости. Вот мое будущее направление. Спасибо всем, что выслушали мои мысли. Пока.